Как выбраться из долгов, выбраться из кризиса и разбогатеть, но при этом остаться человеком на примере сериала «Игра в кальмара». В этом видео мы с вами выясним, почему сериал стал таким популярным, получил множество наград. Его посмотрело множество людей, снято множество обзоров, разных роликов и среди множества разных людей. Почему так произошло? Потому что сериал действительно интересный. Можно изучить его как многослойный пирог. В этом видео мы с вами это сделаем. Во-первых, хочется сказать, что изначально я очень скептически смотрел на этот сериал. Вообще, ко всему тому, что набирает быструю популярность, я отношусь очень скептически. Не спешу смотреть это сразу, а сначала просто знаю, что это есть, и все. И вообще, ко всему феномену Южной Кореи я именно так и относился. Но, тем не менее, так вышло по судьбе, что именно там я сделал свой первый полный Iron Man. Об этом, кстати, есть влог на этом канале. Тем не менее, спустя время, все-таки я обратил свое внимание на этот сериал, получил множество рекомендаций его посмотреть, и я решил его посмотреть. И самое интересное, что я в этом не разочаровался. Мне действительно сериал понравился, потому что в какой-то степени это общество в миниатюре. Что значит общество в миниатюре? Там есть очень множество разных смыслов, как некий, знаете, слоеный пирог, и этот сериал можно разбивать на множество смыслов. Там есть первично то, что у всех на виду, есть то, что поглубже. Это некий такой айсберг, в котором можно погружаться все глубже и глубже от смысла к смыслу. Что интересного еще можно отметить? Сам режиссер признался, что этот сюжет он написал еще 10, возможно, даже 15 лет назад. То есть в 2008 году, если быть точным, он написал этот сценарий, но кому бы он ни обращался, никто его не одобрял. Он сам был за чертой порога бедности, даже так, что ему пришлось продать свой ноутбук. И в какой-то момент времени он написал сценарий с главным посылом: можно ли разбогатеть в этом мире, но при этом остаться человеком. В этом видео мы как раз таки это более подробно разберем. В этом сериале он поднял вопросы капитализма и к чему этот капитализм может привести людей. И первое, что мы видим, что действительно во всем мире проблемы в принципе одни и те же. Первое – это жизнь в долг. Большое количество людей живут в долг. У них кризис – это их постоянная составляющая, и это становится для них какой-то нормой. Жить от зарплаты до зарплаты, верить в какое-то чудо. И эти люди, как правило, не обязательно бедные люди, потому что на примере сериала мы видим, что там есть и бедные, и в том числе есть его лучший друг, который был примером для всего района. Я говорю про Санву, который в какой-то степени он там был примером района, образцово-показательный, был успешным человеком, но даже он загнал себя в долги. Поэтому каждый человек может оказаться в такой непростой ситуации, когда он попадает в такую некую долговую яму, либо просто в большой такой жизненный кризис. И мы видим, что в конечном итоге все эти действия приводят тебя в игру в кальмара. Мы видим, что здесь вскрываются множество разных проблем. Это человеческая мораль, там, стоит ли жертвовать кем-то, обманывать и так далее. И в какой-то степени действительно это общество в миниатюре, потому что неспроста говорят, что человек, который там разбогател в какой-то степени, он может идти по головам, что у него есть определенные такие черты, качества, когда он может не смотреть, не жалеть кого-то, а просто бить, пробивать, и где-то может даже в какой-то степени, если это так можно назвать, заключать сделку с дьяволом, когда он переходит какие-то границы человеческого ради какой-то определенной наживы. И в этом сериале мы это тоже как раз-таки видим. Что можно интересного посмотреть здесь? Что они все попадают в игру в кальмара, да, это в какой-то степени способ, какая-то определенная надежда, я бы даже сказал, да, потому что самое важное, что человек хочет получить, это надежду, в особенности на какое-то чудо, да, что действительно можно за раз
прийти и все проблемы свои решить. Что самое интересное, что, естественно, вот эти проблемы, которые у этих людей появились, они не появились вот так вот разом. Они появились путем системных ошибок. А проблемы они эти хотят решить вот так вот, по щелчку пальцев. Потому что в какой-то степени это, я бы даже сказал, проблема именно в мышлении приводит вот к этому состоянию. И неважно, богатый ты человек или бедный, потому что какие-то струны души, эго зацепляются, что даже богатый человек в какой-то степени тоже ставит ставки. Ну, то есть, потому что вот эта игра с инвестициями, с фьючерсами привело к тому, что он вышел на свои эмоции и все деньги прогорел. Даже не свои деньги, а деньги клиентов. Поэтому у него был самый большой долг. И мы видим, что они, два лучших друга, совершенно противоположные у них судьбы, потому что один был успешным, да, а другой стал именно бедным. Но у них есть кое-что общее. Они, во-первых, оба дошли до финала. И мы видим, что Кихуну очень сильно везет. Мы видим, что ему сначала там повезло на скачках, потом он там попал. И от серии к серии, от испытания к испытанию ему везет. По факту он не должен был бы выжить, но он выжил и дошел до финала. А друг, который именно был умным, был рациональным, он дошел до финала посредством своего рационализма как раз таки. Да, там тоже и были моменты чудесные, но тем не менее он полагался только на себя, сразу осознал и дошел до финала. То есть это тоже две разных стратегии. Два лучших друга дошли до финала, и должен был выжить только один. В конечном итоге это был очень такой переломный момент, когда Кихун в какой-то момент хотел отказаться. Там было правило, что они могли отказаться от денег и оба выжить. Но его друг изначально знал, что если они выйдут, то по сути ничего не выиграют. Поэтому в какой-то степени он пожертвовал собой, потому что он знал, что Кихун точно не оставит его маму, то, что он ей поможет, и Кихун тоже как-то иначе свои долги тоже раскроет. В какой-то степени можно назвать это даже благородным, хотя этого героя Санву многие люди ненавидят, потому что он поступал в какой-то степени вероломно. Что можно сказать? Что у них есть общего? А общее у них то, что у них изначально есть одна причина, почему они в эти состояния попали. Да, действительно, это детство и это созависимые отношения с матерью. Как это произошло? Да, в какой-то степени у них у обоих нет отца, про них ничего не говорится, но у них есть матери. Они старенькие. С одной стороны, допустим, мама Кихуна, если посмотреть внимательно, она постоянно отправляет ему двойные послания о том, что ты не забыл, что у тебя сегодня день рождения своей дочери. Это такое послание, которое имеет, с одной стороны, вроде бы заботу, но с другой стороны, оно говорит следующее. Ты настолько безнадежный, что я тебе напомню, что у тебя сегодня день рождения твоей дочери. Поэтому подари ей что-нибудь, да? Это называется двойное послание. В какой-то степени именно отношения с матерью сделали его таким беспомощным, что он не смог построить отношения. Потом, когда отношения разорвались, он все равно вернулся и живет с матерью, ворует у нее деньги из карточки. Но по сути, на самом деле, как бы нам ни казалось, потому что если бы жить в иллюзиях, конечно, кажется, что все прекрасно, на самом деле, что для Кихуна, что для мамы, такие отношения, они созависимые, взаимовыгодные. Но действительно, первая причина, почему человек живет в долг и стал таким беспомощным, это вот такие созависимые отношения, потому что в свое время он не прошел вот эту сепарацию. А Санву, в свою очередь, мама посылала сигналы, что он должен стать успешным и что он не имеет права на ошибку. В какой-то степени Санву это тоже привело в определенный невроз, что он мог действительно прийти к маме и сказать: давай будем с тобой решать эту проблему спокойно, давай будем из этого выбираться, у меня есть проблема, я не справился, но вместо этого он всячески пытается скрыть, и от мамы он ей не говорит, он говорит, что он куда-то уехал, что у него много дел, и мама живет в иллюзии, что сын такой замечательный, успешный, она даже не подозревает о том, что у него такие большие долги. Это в конечном итоге приводит к тому, что у всех будет разбито в конечном итоге сердце. Но здесь тоже созависимые отношения с матерью, просто если здесь Кихуну говорили, что он ничтожество двойными посланиями и воспитали из него ничтожество, то здесь, наоборот, такого некого нарцисса, который не имеет права на ошибку. Но в конечном итоге мы видим, что и первая стратегия, и вторая привела к этому кризису. Смотрите,
Я не перекладываю ответственность на том, что проблема конкретно лежит на этом полностью, 100%, но это одна из самых важных причин. В любом случае ответственность лежит на каждом из этих героев. И как эту проблему решать? Естественно, первое, это необходимо эту проблему признать, что у них в жизни не все в порядке, и потихоньку из нее выбираться. Это происходит системно, потому что к этим проблемам они пришли системно, но почему-то проблему эту пытаются решить вот так вот, быстро, понимаете? Это в какой-то степени соблазн, можно назвать это сделкой с дьяволом, контракт с дьяволом, потому что человек пытается решить свои проблемы по щелчку пальцев, все и сразу, веря в какое-то, знаете, чудо. Но вот бесплатный сыр, он только в мышеловке, да, потому что даже их в игру затягивают без упоминания о том, что на кону их собственной жизни, что будут умирать люди. На что я хочу обратить внимание? Я говорю, что этот сериал очень многослойный. Если спуститься еще глубже, мы видим очень интересную деталь, когда Ки-Хун, именно, знаете, с одной стороны, нам показывают, что он вроде бы выиграл на скачках, вроде бы должно быть его состояние выправиться, но потом в метро у него эти деньги крадут. Что самое интересное, девушка, которая крадет, в конечном итоге тоже попадает в игру, но мы замечаем, почему она попадает, ей эти деньги тоже не стали благостными. Да? Даже она украла, но эти деньги ей тоже блага никакого не принесли, потому что ее потом, собственно говоря, в посредничестве обманули тоже. И она тоже стала участницы этих игр, да, игра в кальмара. Это такая некая кабала, в которую все затягивают. Можно назвать это даже финансовой пирамидой, можно назвать это ставками. Когда человек находится в западне, и здесь приходит такое, знаете, что-то такое, ты даже не можешь подозревать, какую цену тебе придется за это заплатить. А мы видим, вот если смотреть метафорично, либо прямо, если прямо, то это их жизни, если метафорично, то за это человек точно должен заплатить какую-то большую цену. Если не в этом мире, то, возможно, и в другом. Как говорится по Данте. И мы видим, что в какой-то степени Ки-Хун, когда у него эти деньги украли, за ним приходит, уже он очень много был должен денег, там, кредиторам, там, и так далее, даже бандитам. И к нему пришли вот эти мафиозные группы и сказали, что они заберут его органы. По сути, человек находится в самой такой большой западне, когда он уже не знает, что делать. И посмотрите, здесь есть очень тонкая деталь, которую можно действительно отнести вот к какой-то оккультности, потому что он подписывает контракт своей кровью. И это уже не простая подпись, в этом есть определенный глубокий символизм. Напоминаю, что этот сериал все равно, он находится на стриминговой платформе Netflix, там есть очень множество символизма. По этой причине я говорю, что есть очень много слоев. Можно воспринимать так, можно воспринимать так, можно воспринимать через даже теории заговора, если хотите. В любом случае, они в эту игру попадают. В конечном итоге Ки-Хун эти игры выигрывает, но как мы видим, что эти деньги для него не приносят никакого счастья. Да? Мы видим, что он очень многими пожертвовал. Уходит его мама, уходят его близкие, люди, к которым он успел привязаться. Да, мы действительно можем сказать, что он смог остаться человеком. Но тем не менее, мы можем сказать это с точки зрения того, что он попал в эти смертоносные игры. Но я бы сказал так, что сам факт того, что он в эти игры попал, уже не делают его хорошим человеком. Это очень тонкий момент, потому что действительно он в это состояние западни попал системно, и правильным решением будет выбраться из этого состояния тоже системно, дисциплинированно. Первое, нужно признаться в том, что ты находишься в таком падком состоянии. Второе, это сепарироваться от своей матери. Ты уже взрослый мужик, тебе необходимо жить отдельно, тебе необходимо начать работать потихоньку, не верить на какие-то скачки. Тебе необходимо отследить негативную стратегию, которая является неправильной и в конечном итоге приводит к этому состоянию. И самое интересное, что вот эти руководители игры в кальмара и вот эти VIP-персоны, они набирают именно таких людей. Но они набирают даже не бомжей, не полную вот деградацию, да, они отбирают тех, у кого еще вроде бы есть какая-то небольшая надежда, но на краю. И здесь есть очень тонкий момент, что здесь тоже раскрывается тема, что кто-то этими играми управляет и забавляется всем этим, да, что что-то есть
за всем этим. Мы видим, что там есть вип-персоны, мы видим, что у них лицо очень обезображенное, что это психопаты, да, которые получают удовольствие уже не от простых вещей, а им нужно наслаждаться именно насилием над другими людьми. Они готовы приступать любые границы, когда он взял официанта и сказал: пойдем со мной. Они не чувствуют никаких границ. И когда он открывает маску, мы видим, какие они неприятные, да? Если в какой-то степени посмотреть на лица Рокфеллеров, наверное, вы увидите какую-то схожесть. Но давайте теперь посмотрим, как Ки-Хун начинает бороться с этой системой. Мы видим, что Ки-Хун, он все равно недоволен, он не хочет воспользоваться этими деньгами, да, что он продолжает жить в этой бедности, он хочет разобраться и прекратить вот эти игры, потому что он видит, что они бесчеловечные. Что он начинает делать? Он начинает искать вербовщика. Что мы видим? На самом деле отношения между вербовщиком и Ки-Хуном — это отдельная история. В какой-то степени все начинается со двери. И это вот если сериал «Игра в кальмара» — это общество, капитализм, наша жизнь в миниатюре, в какой-то степени, да, это крысиные бега некие, то отношения между вербовщиком и Ки-Хуном — это сериал «Игра в кальмара» в миниатюре. Вот знаете, да, там зум-аут, зум-аут. И мы видим одну прекрасную деталь, что через что он приглашает. Мы видим, что он приходит именно в состояние отчаяния. Именно тогда, когда Ки-Хун своей кровью поставил подпись, там спускается в метро, это все происходит детально. И вербовщик уже все про него знает. И в какой-то степени вначале мы видим, что есть отсылка на фильм «Матрица», на вот эту вот трилогию братьев Вачовски, уже сестер Вачовски, если так можно сказать. Красная и синяя таблетка, да, когда ему предлагают. Есть множество разных теорий, на самом деле, по поводу игры в кальмара, что это может как раз-таки определить, будешь ли ты вот этим чуваком в маске с квадратиком, с треугольником или с кругом и ходить с автоматом, либо же ты будешь участником. По сути, вот этот вербовщик является частью системы. Ки-Хун начинает именно работать с ним, да? И мы видим, что у него есть своя правда. Ки-Хун является тот, кто решил бросить вызов этой системе, пытается бороться с этой системой. И мы видим, что вербовщик, по сути, играет роль всего лишь какого-то Харона, который переводит вот эти души в мир, можно сказать, мертвых, в мир вот этой игры. Он просто является вот этим перевозчиком, да, это только самое начало, он является отбирающим таким звеном. И самое интересное, что всегда любой преступник или любой человек, который совершает какое-то злодеяние, любой чиновник, будь то, у него всегда есть своя правда. И знаете, он за эту правду всегда держится. И мы видим, что однажды в парке, когда он подходит, начинает предлагать либо лотерейный билет, либо хлеб, мы видим, что этим занимается в свободное время. В какой-то степени он себя ставит в роль уже зрителя, когда он глумится над этими людьми и самоутверждается за их счет. И делает вывод, что все они мусор, потому что они всегда выбирают лотерейный билет. И на Ки-Хуна смотрит, на мусор, у которого удалось выбраться, он ко всем к ним относятся как людям ничтожным, людям безнадежным, что ими правят только деньги, но мы-то знаем, что на самом-то деле нет. Потому что когда в игре кальмара была возможность уйти и не вернуться, были лица, которые так и сделали. Да, мы действительно, большинство они вернулись обратно в игру, да, их мышление привело в эту игру в кальмара, но были те около 17-20 человек, которые остались там. Они увидели, что они не готовы платить, продавать свою душу, не готовы платить за это своей жизнью, какими-то смертями за эти деньги. То есть они остались, мы видим. А также в парке мы видим, что были те, которые выбрали хлеб. Но почему-то вербовщик не обращает на это внимания. Это действительно тоже в определенной степени когнитивная ошибка. Если происходят какие-то обстоятельства, ты регулируешь от того, что ты хороший человек, исходя из обстоятельств. А про других людей ты всегда смотришь, исходя из их характера. Если они ошиблись, ты сразу делаешь о них вывод. И мы видим действительно, что он делает такой вывод, хотя и были те, которые выбрали хлеб. Вербовщик цепляет, да, вот эти уловки маркетинга, эти уловки капитализма, как они цепляют человека через богатство. Мы видим, что в самой игре есть вот эта свинка, да, когда человек начинает видеть деньги, то, что она блестит, у человека сразу загорается
включаются какие-то подсознательные программы эго, что человек не может устоять, и человек в какой-то степени готов свою душу продать ради этих денег, понимаете? И когда с вербовщиком игра происходит, вот этот PUBG, по-моему, называется, что происходит? Вербовщик вместо того, чтобы забирать деньги, начинает человека унижать. Он уже сдвигает норму и мораль человечности. Когда человек готов пойти на большое унижение, когда унижения падают ниже плинтуса, это в какой-то степени вербовщик его через маркетинг прогревает к покупке. То есть он сделает ему предложение, от которого он не сможет отказаться. И в какой-то степени он через череду таких унижений у человека получается выиграть. И здесь он ему сразу протягивает деньги. И по сути он дает человеку надежду, что действительно можно получить деньги через унижение. И мы видим, по сути, это очень сильно похоже на контракт с дьяволом, что вот через вот это унижение человек готов пройти. Мы сейчас не спускаемся в многочисленные теории заговоров, но многие говорят, что если ты подписываешь контракт, что в оккультной системе тебе необходимо пройти через некоторые унижения. То есть мы видим очень множество разных отсылок и здесь. Я напоминаю, что режиссер изначально хотел действительно показать картинку капитализма и мира в том, в каком он сейчас находится. И мы видим, что в конце концов Ки-Хун с вербовщиком остаются один на один, и там начинается снова игра на жизнь. И здесь самое интересное, во имя чего ты живешь. Каждый пытался прогнуть свою линию, и каждый пытался продвинуть свою правду. И это был очень тонкий момент. Был соблазн убить человека, который сидит напротив, но если ты его убиваешь, твои убеждения, они полностью рушатся. Но мы видим, что каждый из них был настолько тверд в своих убеждениях, что никто не мог никак сдать назад. И действительно, вербовщик настолько был убежден, что действительно взял и лишил себя жизни, практически не помешкался. И Ки-Хун тоже был готов идти до конца. Тем не менее, мы смотрим на Ки-Хуна, оправдано ли то, что он действительно идет против системы. Мы видим, что это очень большая система, очень много лет они проводятся, но почему они продолжаются? Причем мы видим, что там огромное количество декораций, огромное количество денег. Вряд ли правительство тоже этого бы не заметило, да? И мы видим в какой-то степени, что, вероятно, этот остров можно взорвать, и вероятно, что таких игр, их множество по миру. Можно рассмотреть эту игру как нашу жизнь в действительности, что есть бедные, что есть богатые. Строится иллюзия, что богатым можно стать вот так вот в какой-то степени легко, купив себе какие-то брюлики, поставив какую-то ставку, но человек действительно может загонять еще в большую себя кабалу. По этой причине нужно сказать, что ни в коем случае не стоит продавать свою душу ради каких-то там миллионов, потому что ты даже не подозреваешь, какую цену тебе придется за это заплатить, потому что от тебя скроют какую-то большую деталь, которую ты даже не заметишь. И мы видим, что их зазывают в эту игру как нечто какое-то интересное, при этом про смерти ничего не говорится. Но когда они уже в эту игру попали, люди начинают умирать, у них есть определенные методики, как тебя в этой игре как можно больше оставить. Поэтому это действительно общество в миниатюре, когда нам подменяют смыслы, что необходимо достичь успеха любой ценой. Но очень важно остаться человеком, потому что успех любой ценой, он не принесет тебе множество удовольствия, он не принесет покоя твоей душе, не принесет счастья. И мы видим, что Ки-Хун, выиграв эти деньги, не получил счастья. И мы видим, что даже вот этот человек в маске, да, тот, кто играми руководит, тоже не стал счастливым, да, мы видим, что он потом в какой-то степени пришел в игру, все равно начал этим управлять, и мы не видим, что он улыбается, что он радуется, что он просто в чем-то очень сильно разочаровался, хотя он тоже стал победителем этих игр. И что самое интересное, в конце второго сезона мы видим противостояние Ки-Хуна и Хуан Ин-Хо. То есть мы видим, почему это противостояние имеет место быть. Потому что Ки-Хун выиграл, и для Хуан Ин-Хо это максимально непонятно, потому что при выигрыше он не решил идти против системы. Он эту систему возглавил, да, и начал этими играми управлять и проводить. Ки-Хун решил с этой системой бороться. Поэтому Хуан Ин-Хо, мы видим, что он снимает маску и становится участником игры под номером 1. И всячески пытается его проверить, да, он всячески пытается его сбить и задает ему очень такие тяжелые вопросы. Готов ли он пожертвовать
другими ради общего блага. И мы видим, что Ки-Хун в конце действительно готов, что действительно в нем что-то надломилось и в этой системе. В какой-то степени мы видим, что он даже стал частью этой системы. В конечном итоге мы множество можем смыслов, теории заговора, айсберг разбирать по множеству и очень подолгу в этом сериале, но хочется сказать одно. Для того, чтобы не попасть в эту кабалу, для того, чтобы выбраться из долгов и остаться человеком, первое, необходимо двигаться системно и дисциплинированно. Что значит системно и дисциплинированно? Во-первых, нужно понимать причины. Например, мы видим причины, что во многом вот это состояние, оно создается, когда у человека слабая личность, слабая мышление. Почему это происходит? Потому что у них есть какие-то проблемы, травмы, они не готовы брать на себя ответственность, потому что они этому не научены. Ты в детстве не можешь выбрать родителей. Тем не менее, когда ты взрослеешь, у человека всегда есть свобода выбора. У человека всегда есть свобода выбора. Он наделен этой свободой выбора сверху, да, он может делать все, что ему полагается. Поэтому желательно, я вам рекомендую, чтобы эта свобода выбора была на то, чтобы взять на себя вот эту ответственность за свою жизнь, понимание то, что моя жизнь, мои действия влияют на мою жизнь напрямую, да, для того, чтобы вот этот локус контроля был не на внешнем, а на внутреннем, что моя жизнь зависит от моих действий. И в какой-то степени, если бы они начали смотреть ролики здесь, на канале Айдара Закирова, на моем канале, они бы поняли, что у них есть проблемы, созависимые отношения, они бы начали с этим работать и рано или поздно переехали бы, начали бы воспитывать себя, начали бы работать над своей ответственностью, устроились бы на работу. И через время, да, это произойдет не сразу, может пройти 1 год, 2 года, 5 лет, они бы выбрались из этих долгов и смогли бы стать счастливой частью этого общества. Да, действительно, капитализм, он бы постоянно бы дергал человека зарабатывать еще больше, двигаться по карьерной лестнице, но человек может быть счастливым вне зависимости от своего достатка, а для этого ему необходимо посмотреть на свои ценности и посмотреть, во имя чего он живет. Если он живет во имя этого успеха, человеку всегда будет мало. А самое важное, действительно, здесь это остаться человеком. Это действительно остаться человеком. Можно разбогатеть. Для этого необходимо, первое, взять ответственность за свою жизнь. Если важно, если он как-то зависим в отношениях, да, это пройти сепарацию в этих отношениях. Третье, дисциплинированно ставить какие-то определенные промежуточные цели. И самое главное, смотреть, кто тобой управляет. Деньги или ты деньгами? Кто хозяин? Ты хозяин этих денег или деньги управляют тобой? Когда ты отвечаешь на этот вопрос, понимаешь, что ты живешь не ради них, а они просто являются инструментом, ты можешь быть счастливым уже не в конце, когда ты разбогатеешь, а даже в начале и на всем этом пути. Этот сериал можно разбирать очень долго, очень емко, потому что он действительно является очень многослойным. Тем не менее, этот сериал действительно показывает о том, что человек готов потерять голову ради этих денег. И даже Ки-Хун, да, казалось бы, он вроде бы сохранил себя в рамках человека, но он получил огромные травмы и потом начинает бороться с этой системой. И еще не факт, получится ли у него, и в какой-то степени он даже уже становится частью этой системы. Поэтому, друзья, эта рубрика «Коуч объясняет». Обязательно подписывайтесь, напишите в комментариях, какие у вас мысли и инсайты. Я думаю, в скором времени выйдет 3-й сезон, и мне кажется, мы получим множество ответов уже в 3-м сезоне. До скорых встреч, подписывайтесь на канал. До скорых встреч еще раз. Но очень часто мы забываем, что мы можем играть в чужие игры, а можно в эти игры не играть или создавать свои.